Первый день 2025 года, и мы просыпаемся в Абу-Даби. Город скрыт в легкой дымке, но за этим спокойствием прячется один из самых ярких дней нашего путешествия. Сегодня нас ждет Лувр Абу-Даби, музей, где гигантский купол создает настоящий дождь света. Затем мечеть шейха Зайда, белый мрамор, золото, кристаллы, от которых перехватывает дыхание. А вечером снова наш лайнер. Шоу иллюзионистов, караоке, атмосфера праздника, которая не заканчивается ни на минуту. И уже на следующий день мы увидим Абу-Даби в солнечном свете. Самокаты вдоль набережной, мемориал основателю страны, дворцы, небоскребы и смотровые площадки, с которых город кажется бесконечным. Новый год только начался, и нас ждет день, наполненный открытиями. Поехали! Мы в порту Абу-Даби. Идем смотреть город. В Абу-Даби нужно проходить паспортный контроль в порту. В порту Абу-Даби, так же как и во всех аэропортах, куча бомбил, которые предлагают такси, экскурсии и тому подобное. Но мы туристы опытные, поэтому сейчас пойдем в сторону городского автобуса. Шаттл на всю семью обойдется в 30 евро. Сейчас пойдем посмотрим, какие есть еще варианты. Автобусов много, но проездные карты здесь не продают. Были в супермаркете, в терминале, но закончились. Поэтому едем на такси. Ну, тоже неплохо. Утро было пасмурным. Город укутало легкое облако. Свет был мягким и спокойным. Такой настрой подошел для культурного начала года. А сейчас я приехал в музей Лувр Абу-Даби. Здесь, как и во всех странах мира, кругом слышна русская и китайская речь. В отличие от парижского Лувра, здесь нет диких очередей. Здесь вообще нет очередей. Вход в музей стоит 65 дирхам или $18. Для взрослых, для детей бесплатно. Музей открылся в 2017 году и стал символом культурного сотрудничества Франции и Эмиратов. Его гигантский купол весом 7500 тонн состоит из 8 слоев и пронизан 7000 звездных отверстий. А здесь у нас стоит статуя Рамзеса II, египетского фараона. А такие ковры я видел в музеях Ватикана в Риме. А здесь у нас Вавилонская башня. Внутри музей устроен необычно. Экспонаты расположены не по странам, а по эпохам, чтобы показать историю человечества как единый поток. Здесь у нас современный глобус. Сейчас посмотрим, что было на месте современной России. Мраморные статуи символизируют Азию, Америку, Европу и Африку. Работник музея увидел, что ребенку тяжело наслаждаться искусством пешком, и перевез коляску. Картина Эдварда Бурне написана в стиле символизма 19 век. Трон в скандинавском стиле. Как вам такое современное искусство? Напишите в комментариях. В Третьяковке висит черный квадрат, а в арабском Лувре висит черный круг. Также здесь есть оранжевый квадрат и белый квадрат. Вот еще один пример современного искусства. Инсталляция из кастрюлек. А сейчас мы вышли в открытый холл музея. Здесь даже есть своя небольшая набережная. А сейчас посмотрим детский музей Лувра.
Для детей здесь создан целый отдельный музей, где искусство можно изучать через игру. Берем такси и едем дальше, в мечеть шейха Заида. Она поражает масштабом, вмещает до 40 тысяч человек и считается самой большой в Эмиратах. Перед входом в мечеть находится большой торговый центр с магазинами, кафе и даже детской площадкой. В рваных шортах меня не пустили, пришлось покупать белое одеяние. Обошлось оно мне в 50 дирхам. Кстати, для входа в мечеть нужно зарегистрироваться на официальном сайте. У меня регистрации не было, поэтому я одну очередь отстоял, вернулся, сделал регистрацию и сейчас стою вторую очередь. Все пункты контроля пройдены. На первом меня вернули из-за одежды, на втором из-за регистрации. Все, наконец, закончено. Идем в мечеть. Я оказался на территории мечети. Белый мрамор и позолота блистали даже в пасмурный день. И это место по красоте превосходило все, что я видел раньше. В Бахрейне, Касабланке и Стамбуле. Очень красивая мечеть. Самая красивая, которую я видел в мире. Хотя она больше похожа на какой-то дворец, куда куча людей приходит просто пофотографироваться. Купол из белого мрамора весит более 60 тонн. Полы устланы самым большим ковром ручной работы в мире, а потолки украшают гигантские люстры с кристаллами Сваровски. Вот это люстра, всем люстрам. Люстра считалась самой большой в мире до 2010 года, пока коллеги из Катара не переплюнули этот рекорд. Но ковер до сих пор остается самым большим ковром в мире. Вес его 47 тонн. Есть и особенная деталь. Система освещения мечети меняется в зависимости от фаз Луны, словно синхронизируя храм с ритмом неба. Материалы для строительства привозили со всего мира. Из Италии, Марокко, Турции. Стоит здесь и дерево гхаф, национальный символ Эмиратов. И как в большинстве мусульманских стран, здесь все очень чисто и аккуратно. То же самое видел и в Рабате, и в Самарканде, и в Бухаре. Мечеть посмотрели на сегодня. Экскурсии достаточно. Возвращаемся на корабль. Первая программа Нового года – шоу иллюзионистов. Артисты творили чудеса, предметы исчезали, законы физики словно переставали работать. После представления я заглянул в караоке-бар, где большинство посетителей оказались русскоговорящими. Атмосфера была дружеской. Сегодня второй день в Абу-Даби. Я отправляюсь на прогулку. Вчера весь день ездил на такси, сегодня я буду гулять только пешком. На следующий день погода изменилась. Яркое солнце, чистое небо и легкий морской бриз. Это был идеальный день, чтобы узнать город поближе. Из порта выхожу на набережную Корниш. По ней я и пойду гулять сегодня. Я вышел на набережную и взял прогулочный самокат. Для этого мне понадобится приложение Lime. Стоимость поездки 1 дирхам минута и 3 дирхама старт. Все готово, можно ехать. Отличное решение для Абу-Даби. Небоскребы вдоль дороги, пальмы, море и ветер в лицо. Сегодня немножко прохладно и ветрено. Не знаю, получится ли искупаться. Сейчас проезжаем пляж, смотрю, люди ходят в купальниках, загорают, но никто не купается. Погода сейчас просто супер, не жарко, не холодно, градусов 25, нет жары, просто кайфово. Сейчас попробуем водичку. Прохладно, но купаться можно, но мы не будем. Первая достопримечательность – The Founders Memorial, посвященный шейху Заиду, отцу-основателю Эмиратов. 1327 металлических фигур, подвешенных на тысячах тросов, складываются в его портрет.
Вечером он подсвечивается и словно оживает. Здесь такая тишина и спокойствие, что чувствуешь себя как в деревне. Даже кукушка где-то кричит. Дальше я заметил величественное здание, похожее на дворец. Это оказался Emirates Palace, один из самых дорогих отелей в мире. Здесь золото и мрамор используются в отделке так же естественно, как дерево и камень. Отель нередко служит площадкой для приемов президентов и королевских семей. Мне нравится кресло, удобное. Хороший вид из окна. Берем. Самый главный вопрос. Сколько же стоит проживание в этом отеле? Если бы сегодня я вдруг решил не возвращаться на корабль, а остаться здесь, номер вышел бы мне в $865. А самый дорогой номер, который я нашел на букинге, около $2000. Кстати, часы на стене Rolex. Отель Emirates Palace был построен правительством Арабских Эмиратов. На его строительство ушло около $3 миллиардов. От отеля Emirates Palace идем дальше, к президентскому дворцу. Возле президентского дворца огромная очередь. И самое страшное, что она двигается еле-еле. Поэтому сейчас мы с вами посмотрим дворец издалека и пойдем гулять дальше. Что-то я устал сегодня ходить. Надо немножко посидеть, отдохнуть. Я вновь взял самокат и отправился на остров Аль-Рим. Искусственный, как и многие проекты в Эмиратах. Здесь есть смотровая площадка, откуда можно сделать классные фотки. Правда, туристы сюда редко добираются. Я сейчас ни одного не вижу. В Марина Молл мы заходить не будем. Торговыми центрами меня уже не удивишь. Вот, кстати, красивое здание сзади меня. Отель Rixos Marina Абу-Даби. Номера в нем начинаются от $300. Сейчас еду смотреть этнографическую деревню. Музей под открытым небом, где можно увидеть быт жителей Персидского залива до нефтяной эры. Простые глиняные дома, мастерские ремесленников, лодки, на которых ловили рыбу и жемчуг. Здесь даже есть бык. Эту деревню посетил, едем дальше. Время на исходе. В завершение я снова вышел к пляжу. Море манило, но времени оставалось мало. Скорее всего, сюда вход платный. Но я как-то прошел мимо охраны. Получилось бесплатно. Сегодня я прошел и проехал всю эту набережную. Наш порт находится вот там, где железные опоры торчат из земли. Вот где-то вот в той стороне. Сейчас проверил по Google Maps. Расстояние отсюда до порта 11 километров. Сейчас нужно перейти на противоположную сторону улицы, в кафе. Просто посмотрите на этот подземный переход в Абу-Даби. Я зашел в местное кафе, пообедал и немного отдохнул. Пришло время немножко отдохнуть. Сегодня был насыщенный день. Уже вечереет, пора возвращаться на корабль. Через 1,5 часа отправления, так что нужно торопиться. Назад уже поедем на такси, времени мало. Вечером набережная Абу-Даби оживала в огнях небоскребов. Такси за весь маршрут, который я прошел сегодня, вышло мне в 30 дирхам. Это около $9 за 11 километров. Успел на корабль, даже успел на ужин. После ужина я по традиции заглянул в сувенирный магазин. Фирменный шоколад за 12 евро. Семья большая, подарков нужно много. Набрали целый мешок. Вот и подошло к концу наше путешествие. Пролетело просто на одном дыхании. И этот новогодний круиз мы запомним на всю жизнь. Впереди еще будут новые города, новые открытия и новые истории. До новых встреч в
в Азии.